В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на глобальном сервере, и у нас завтра уже демо-режим на финальном боссе 7-го сезона закончится. И начнется первая фаза, то есть реальные бои. Давайте посмотрим, что за босс нас в этот раз ждет. Это у нас оскверненный конструкт. Пассивный навык у него первый такой, что при потере щита он накапливает 5 зарядов познания. Познание просто увеличивает урон его и бойцов, которых он призывает. И соответственно, когда этих эффектов накапливается более 100, ну то есть 100 либо больше, его урон и урон его призванных бойцов игнорируют бессмертие и неуязвимость, а также не дают цели воскреснуть. Ну это понятно. Также здесь есть связанный эффект, вот с этим пассивным эффектом есть вот эффект у этого навыка на 24 секунде. Здесь он накладывает щит на себя и на призванных бойцов, и если к моменту отзыва призванных бойцов щит еще держится, герой получает 5 зарядов того самого познания. Затем они совершают общую атаку. То есть получается, что у нас при потере щита он получает 5 зарядов, и если мы вовремя не разобьем вот этот щит, то есть он будет оставаться, то он получит еще 5 зарядов, соответственно быстрее увеличит урон свой, ну и выживать нам будет сложнее. Это нужно учитывать, когда вы смотрите бой, анализируете. Второй пассивный навык. У оскверненного конструкта всегда 4 усиления или ослабления. То есть у него по факту может быть только 4 статуса. Ну, статус это имеется в виду либо усиление, либо ослабление. И больше их быть не может. Меньше может, больше не может. И если у нас происходит превышение, то есть у него 4 состояния каких-то есть, там, усилений, ослаблений, то снимается самое раннее и заменяется новым. Но в общем более 4 у него быть не сможет состояние вот этих. В начале боя на героя накладывается вот куча бафов, и когда эффектов меньше 4, недостающий восполняется одним из начальных вот этих вот усилений. Первый навык, 6-я секунда. За каждое усиление оскверненный конструкт призывает одну руку. На каждые 2 ослабления одну книгу. Всего не более 4. Вот они здесь указаны, вот эти призывные существа. Руки между собой не отличаются. Это просто либо левые, либо правые. По навыкам они одинаковые, то есть наносят урон и отбрасывают. Но вот книжка отличается. Она не отбрасывает, но она накладывает на цель ослабление. Это у нас либо штраф к атаке, либо штраф к защите. Неприятное ослабление. То есть, понимаем, не более 4 состояний, либо ослабление, либо усиление всего. И при этом за каждое усиление одна рука призывается. То есть, по факту максимум 4. При этом за каждые 2 ослабления уже одна книга. Опять же, всего не более 4. Ну и как я уже сказал, рука у нас наносит урон и отбрасывает. Причем при удачном отбрасывании он получит 2 заряда того самого познания. Ну а книга, соответственно, атакует ближайшего врага, при попадании взрывается и наносит дополнительный урон врагам вокруг цели, случайно накладывая одно из ослаблений. Ну то есть либо то, либо вот это. Что у нас дальше? 12-я секунда. Накладывает уязвимость к зональному урону и уязвимость к периодическому урону на всех юнитов на поле на 10 секунд. Затем все призванные бойцы наносят одну общую атаку. То есть он нам сначала увеличивает по нам урон, дает 2 ослабления, а затем тут же наносит атаку. Неприятненько. 18 секунда. Он повторяет свой первый навык. Только единственное, что не 4 здесь, а 2. 2 усиления вот из этого набора. В первую очередь отсутствующие. Затем все призванные бойцы опять же наносят одну общую атаку. 24 секунда. Это уже вот этот щит, который желательно разбивать, да, чтобы он дополнительные заряды не получал. И основной навык отзывает. Это вот то самое условие. Когда вот здесь вот щит, если на момент отзыва будет держаться щит, то дополнительные 5 зарядов он получит. Итак, он здесь основным навыком отзывает всех призванных бойцов, собирает боевые данные и наносит всем врагам урон. Каждый заряд познания, соответственно, да, увеличивает, это мы уже поняли. Это значит, что нам выгодно, чтобы у нас здесь призывались 4 руки. Ну, во-первых, они не будут вот этих мерзких ослаблений накладывать. Во-вторых, у нас будет больше целей и, соответственно, больше урона команд, которые наносят урон по площади. Но при этом, когда мы бьем по одной цели, да, то, в принципе, нам без разницы. Единственное, что чем больше у нас рук, тем чаще они будут отбрасывать, тем больше будет урона находить, тем быстрее он вот эти заряды будет накапливать. То есть это тоже нужно учитывать. Но если он здесь будет призывать книгу, то есть у него будет ослабление, то, соответственно, нам как-то нужно с ними бороться. Желательно, да, так как это, во-первых, снижает урон, во-вторых, повышает урон по нам. Ну и при рассмотрении команд мы это, в принципе, увидим. Первая команда, с которой мы начнем, это у нас честно скопированная команда у китайца, у китайского игрока. Я просто ее скопировал, потому что у меня на аккаунте нету лавкача. У китайца это был лавкач с артефактом. Здесь на аккаунте, который предоставил подписчик, товарищ Вивка, спасибо. Здесь артефакта пока что нету, но команду я составил полностью так же, как китайский игрок сделал это при наличии артефакта. Итак, лавкач у нас здесь одевается максимум в атаку, вспомогательные вот эти мифики, и он также всем собирал не менее 42 ускорений, всем кроме рейты.
Зачем? Я не знаю. Вот честно не знаю. Как это влияет на механику с боссом, я понятия не имею, потому что у нас, по идее, должны быть тайминги либо 15, либо стандартные 18, либо любые другие. Потому что только при тайминге 15, да, мы сможем стандартно одинаково ходить 2 раза за цикл босса. Если они более 15, то в принципе не важно. Ну, понятно, что чем ниже, тем лучше, потому что, ну, они будут чаще ходить, соответственно, чаще наносить урон. И, соответственно, использовать свои боевые навыки тоже будут чаще. Скорее всего, для этой цели. И поэтому здесь такие тайминги. Обращайте внимание, если вы не собираете то ускорение, которое здесь в команде, ставьте такое здесь вот время, которое может держать ваша команда. То есть, допустим, здесь у нас 18.6. У нас на боссе есть еще баф. Где он здесь? Есть баф вот этот на 30 ускорения. Это дает там минус 0,8 секунд. Плюс ко всему есть сет кукольника. И это получается вот 2,8 секунды минусом вот от этого времени. То есть здесь у нас получится 15,8. 15,8, но он здесь с запасом как-то сделал, 15,84. У нас сотые не показываются, вот когда здесь указывается время. Видимо, он знает, что здесь нужно ставить именно вот столько при вот таком ускорении, которое мы собираем. Вот такое долгое вступление, чтобы объяснить, да, почему у нас здесь ускорение. И такие тайминги. Еще раз скажу, если у вас не собирается такое количество ускорений, либо вы не хотите этим заниматься, ставьте такое время, которое вы можете держать. Итак, Лавкач у нас одевается максимум в атаку. У него здесь 2 кусочка вот этих сета, которые вам помогут ускорение собрать. Ну и, соответственно, добираем, как говорил китаец, не менее 42 единиц ускорения. Точность ему не нужна, так как у него здесь есть талант, плюс ко всему, если есть артефакт, там тоже игнорируется сопротивление врага, поэтому точность ему не нужна. Но оно здесь есть косвенным методом, косвенным путем оно здесь собралось. Максимум в атаку, потому что он ее раздает. Просвещенность как получится. Он все-таки урон тоже наносит какой-то, поэтому не помешает. Защиту, если там с выживаемостью проблемы есть, но не должны быть, потому что с первой рейтой они живут без проблем. Рейта у нас здесь вот такая. Так как она здесь таланта сама себя ускоряет, то ей достаточно, как говорил китаец, около 35. У меня здесь получилось только 31, они живут при этом без проблем. Возможно, это влияет на урон. Если сделать 35, может быть, будет получше, но у меня не получается, потому что здесь рун нету. Так что соберите, попробуйте чуть побольше. В остальном мы здесь рейту одеваем для живучести команды, шанс крит удара, близкий к 100% желательно сделать, ну и крит урон побольше. Чтобы лечение, вот это вот с таланта, оно проходило, ну, посильнее. Ну и точность не забываем. Атаку как получится. В принципе, все. Она у нас здесь в сете кукольника и с этим мифическим предметом. Twitch. Как можно больше атаки. Потому что он ее раздает, и это самое важное. Он у нас здесь с ракушкой и, соответственно, вот этот мифический предмет. Ему также где-то 42 ускорения, то есть не меньше нужно. Точность можно добавить, сколько там у вас получится. Но главное атака. Просвещенность тоже, она не важна, но если получится там какой-то добрать, то пожалуйста. Чуть-чуть побольше урона они будут наносить. У китайца Лотер был с артефактом и с эксклюзивным. У меня здесь его нету, поэтому я поставил сферу. Ускорение ему также не менее 42 китаец предлагает собрать. Но я собирал меньше, и у меня в принципе урон был более-менее нормальный. Лотеры мы одеваем в урон, и здесь у нас приоритет на просвещенность и атаку. Точность ему не нужна. При этом китаец настоятельно рекомендует ставить не вот этот вот эффект на увеличение урона от количества стихий, да, а тот, который по ослаблениям. Он говорит, что, ну, характеристики можете потерять, но лучше поставьте тот, ну, то есть он знает, что делает, соответственно, урон у Лотера будет больше. В остальном здесь никаких таких дополнительных нюансов нету. Серпентемис, она у нас максимум просвещенность, так как у нас здесь дракончик, обязательно у нее должна быть самая высокая просвещенность. И атаку по второму принципу, то есть по второму приоритету. Точности можно побольше, там 100 с чем-то было бы неплохо, у меня здесь получилось, к сожалению, с этим ускорением только вот столько точности. Лучше больше. Ну и, собственно, все, расстановка вот такая. И как я уже говорил, здесь вот в начале боя видим, что у него не более 4 состояний, то есть усиление и ослабление. Вот эти вот эффекты в беленькой рамочке, они не считаются ослаблениями, соответственно, они здесь не учитываются, да, и вот на это максимальное количество не влияют. Смотрите, когда считаете усиление, определяете вообще усиление, вот на эти красные эффекты с временем действия. Вот эти вот в белой рамочке, которые не имеют времени действия, просто то появляются, то пропадают, согласно действию там того же снаряжения, либо навыков, либо талантов, они не являются ослаблением. Ну и здесь вот видим, что у нас призываются, соответственно, книга и рука. Так как у нас здесь всегда будет много ослаблений, то мы чаще всего будем призывать мало существ. Ну и это влияет, в принципе, на урон. Каким образом здесь его повысить, так чтобы босс призывал, допустим, больше рук, то есть там 4 цели, да, и уже бить по ним, я честно не знаю. Но у китайца был урон выше, заметно выше.
Даже без ловкача, по-моему, и без рейты он набивал почти 800 миллионов. Я не знаю. Ну, что есть, то есть. Как говорится, за что купил, за то продаю. Возможно, что на днях, да, мы эту команду улучшим. И я, допустим, разберусь, я постараюсь. Но пока что вот так. Также, мне кажется, здесь можно вместо ловкача поставить Сакредею. Возможно, что от нее пользы будет больше. Потому что если у ловкача нет артефактов, ну он довольно-таки бесполезный. Либо, допустим, вместо Лотера. Если же у вас нет ловкача, мы ставим Дуранго. И, ну, Дуранго я вам покажу в следующей команде, которую я уже собирал на своем аккаунте. Там у меня ловкача нету. С этой командой все. Моя команда, которую я собрал, это вот основная, вот эта, с рейтой. Но, как видим, по урону они сильно не отличаются. То есть у меня с рейтой получилось около 620, и, соответственно, без рейты с Агоком получилось около 600. Итак, давайте смотреть. Здесь у нас вариант с рейтой и Дуранго. 620 я ими набивал. Тайминги у меня вот такие, как я уже говорил. Обращаем внимание на время цикла, в зависимости от того ускорения, которое вы смогли собрать. Я здесь смог собрать, видим, 18,7, поэтому я оставил вот такое вот, 16,7. Но так как у нас есть баф на боссе, можно, допустим, поставить 16 ровно. Но это мы позже проверим. Пока что оставляю так, как есть, то есть то, что тестировал. В конце посмотрим, что если изменить. Итак, схема снаряжения вот такая. Тайминги пока что вот такие. Цикл стандартный, но Дуранго здесь без ограничений. Расстановка у нас здесь вот такая. Твич у нас, видим, максимальное количество атаки имеет. Тоже ускорение я ему там сколько смог собрал. Хотя из-за того, что тайминги не те, то оно здесь в принципе как бы и не используется практически. Серпентемис одевается также, максимум просвещенность на остаток атаку. Ну и ускорение, если получится, не менее 42, чтобы тайминги снизить. Дуранго у нас здесь крит шанс, как обычно, 100%. Ну и так как он атаку раздает, у нас здесь двойная раздача, то атаку ему тоже можно побольше. И точности, соответственно, побольше, чтобы он ее раздавал. Он у нас на разломе. Рейта у нас здесь вот такая. Ускорение я собрал, тоже крит шанс, крит урон, атаку и, соответственно, точность. Я, конечно же, эти вот пробуждения уберу и покажу урон потом без пробуждений. Лотер. Можно поставить его эксклюзивный артефакт, по-моему, получается чуть-чуть побольше. Но я его здесь убрал. Он также одевается в просвещенность и атаку. И ускорение, опять же, я пытался по образцу китайца, но уже потом переделал и, в общем, тайминг... Ой, ускорение осталось, а тайминги уже не те. Ну, в общем, это сырая команда, но какая есть. Позже попробую улучшить ее лучше сделать. Ну и, собственно, все, я вроде бы всех показал. Урона у меня здесь, как я уже говорил, 620 миллионов. И давайте теперь попробуем тайминги вот эти все-таки поставить на 16. Ну, если честно, я не знаю, как это оценивать, так как я рейте все-таки пробуждение убрал, и надо было оставить для тестовой прогонки. Но здесь заодно покажу, что с рейтой без пробуждения, да, они здесь тоже живут. Вроде бы, ну, без сильных проблем. В конце, конечно, там больно уже, но все еще живут. А насчет урона, тайминги они держат, поэтому, скорее всего, лучше так. Лучше сделать 16, то есть подстроить их под то ускорение, которое у вас есть. И следующий вариант, это вариант через Агока. Я тоже брал его у китайца. Единственное, что у нас команды там получились разные, характеристики разные. Я тут что-то менял свое. Я уже, если честно, не помню, но, по-моему, по снаряжению я тут какие-то вносил изменения. Тайминги взяты у него. Опять же, их нужно ставить от ускорения, которое вы можете держать. Если учесть баф босса, то здесь, опять же, 16 секунд можно смело ставить. Ротация стандартная. Агок у нас здесь просвещенность максимум, ну и атаку, если получится. Если у вас не пятый, да, не забываем про точность, что ему нужна будет. Ну и, соответственно, ускорение навыков, ну сколько получится. Оно здесь не критично, но как бы он чаще будет боевой использовать, чаще также лечить, соответственно, и снимать ослабление, так что, ну, лишним, наверное, не будет. У меня вот столько. Дуранго здесь вот в таком виде. Он у нас на заливке, поэтому у него цикл ограничен 15 секундами, в остальном точность и, соответственно, шанс крит удара 100%. Ну и, собственно, все. Просвещенность, атаку сколько хотите, сколько получится, от него урона вы особо не дождетесь, и атаку он не раздает. Раздает ее Twitch, поэтому Твичу мы делаем как можно ее больше. Точности сколько там, ну, наверное, около 100 единиц будет нормально. Ускорение, опять же, да, с прошлой сборки у меня осталось. Серпентемис также одеваем как обычно, то есть все в урон. Лотер здесь вот такой. Все в урон, кроме одной вещи. Приоритеты те же, просвещенность и атака, чтобы он просто больше урона наносил. Ну и все, эта команда у меня с пятой, рейта я хотел сказать, эта команда у меня набивала 600 миллионов она набивала, да. Удивительно, но это так. Следующая команда, команда Аурих. Это у нас вариант с шахлой. У нас здесь первая фаза, и с ней мы жить можем легко.
Тайминги у нас здесь вот такие. Цикл, как мы видим, 15-секундный. Схему снаряжения мы видим. И учитывая 15-секундный цикл, всем нужно 72 единицы ускорения. Это очень сложно, да, но необходимые условия для 15-секундного цикла. Если у вас не получается собирать кучу ускорения, вы можете собирать сколько сможете, не в ущерб тому урону, да, и ставить цикл в соответствии с тем ускорением, которое у вас есть. Так же, как в принципе и как у яда. Здесь у нас линкость на раздаче атаки, делаем ему максимальную атаку. И опять же, скажу еще раз, ускорение. Ускорение здесь собрать легче, потому что у нас здесь есть два кусочка вот этих сета, но видим, что 3 срабатывания и, соответственно, 4. Их выловить очень сложно. Если у вас есть хлеб, можете тратить на то, чтобы эти руны заполучить и попробовать добыть такую руну. Таресии при этом ускорение не требуется. Она у нас максимально, как обычно, одевается в урон. Ну, с приоритетом, понятно, в крит урон и очки здоровья. У меня получилась вот такая вот характеристики. Такие вот получились. Такая вот Таресия. И причем... А нет, ничего. Почему Таресии не нужно ускорение? Потому что у нас шахла своим навыком вот этим по 5% за каждый удар, всего 4 удара, то есть 20% готовности дает. При этом вот с этим талантом она дает конкретно Таресии, так как у Таресии будет самый высокий критический урон. И вот за счет шахлы, получается, Таресии ускорение не нужно. Шахла у нас тоже шустрая, и ей, как видим, достаточно 43 единицы. Ну, то есть там плюс-минус, я не знаю, если честно, какой-то минимальный порог, но вот у меня 43 ускорения хватало. Обязательно вот этот мифический предмет, так как она у нас на разломе. Ну и, соответственно, в сете кукольник. Точности можно ей побольше. Дианта, видим, 70 единиц ускорения. Ей как бы хватает. Не знаю почему, но ей хватает. А, вот, за счет вот этого предмета. Если у вас есть какая-то нехватка по ускорению, вы можете 40 единиц добрать вот этим предметом. Единственное, что учтите, что он дает это ускорение поэтапно, то есть по 4 единицы. И в самом начале, получается, пока вы не доберете нужное количество, цикл может у вас смещаться. Это учитывайте. То есть здесь желательно собрать максимально близкое к нужному числу, чтобы здесь пришлось добрать, ну, чуть-чуть совсем. То есть там 4 либо 8 единиц, что-то типа того. Дианту мы просто одеваем в урон, то есть максимум атаки и в принципе все. Ну, на остаток, если получится, крит шанс, крит урон, потому что она атаку раздает. Анализис у нас как всегда, она с этим сетом и с рогом, чтобы увеличивать урон. Точность ей здесь нужна, чтобы она усиление с босса снимала. Ускорение ей здесь достаточно, ну вот 50 единиц достаточно. У нее есть вот этот талант, он ей неплохо помогает выдерживать 15-секундный цикл. У меня вот так вот они справляются. Вот у меня здесь с пробужденными талантами вот такой под ауру. Урона наносит неплохо. 920 у меня набивали. С пятой Таресии я видел, что набивают 2 миллиарда, 2200, 2500 даже Макс у нас набил. Красавчик, да? Но у него там характеристики на 60% критического урона больше, 30 тысяч здоровья больше. То есть, ну, характеристики сильно отличаются. Так что я доволен своим результатом. Можно ставить, конечно, какую-нибудь Ацилию, да кого угодно, в принципе, да, но лучше всего Ацилию, потому что она иммунитет дает. Но я эту команду не тестировал, и, по-моему, 600 она у меня не набивала. Я вам даже показывать не буду, я лучше код, если будет чужой код, я приложу чужой код, который лучше настроен. У меня здесь настроена команда плохо, но знаете, что такой вариант есть. Команда призыва. Я про нее ничего толком сказать не могу, потому что я ее скопировал у Ливеранова, англоязычный. Я ее скопировал, я честно не разбирался в тонкостях вот во всех ускорениях. Она работает хаотично, скажем так. И тайминги здесь вот такие. У нас эта команда, точнее у меня, набила 500, где-то 80 миллионов. Я, в принципе, доволен, хотя, мне кажется, она может больше. Я пытался работать с Тиамат, но у меня не получалось. Я пробовал менять тут ускорение, чтобы больше книг призывалось. То есть здесь вся проблема в том, что она призывает книгу, либо 3 руки. То есть одной цели у нас нету часто. И из-за этого урон, естественно, у нашей Лильванис падает, так как одной целью меньше. Это много, это 25%. Ну и вот так вот. Синтрелли у нас одета как обычно. Я не знаю, зачем ей этот предмет, но он здесь есть, чтобы чаще, наверное, давать вот этот эффект. Как всегда, она максимум в атаку. Ну и ускорение там сколько получится, атаку она раздает. Причем она раздает атаку и защиту Тиамат. Лильванис у нас здесь. И у нас здесь и Бернейт еще раздает. Это придумал Ливеранов. Бернейт раздает еще атаку тоже. Поэтому мы здесь побольше атаки, можно защиты еще, чтобы жили получше. Она здесь, кстати, кукольник. Лильванис у нас здесь вот такая. Максимум в атаку, в урон, в крит урон, то есть крит шанс под 100%. У меня не получилось, только вот такой. Я пробовал снимать пробуждение, живут они нестабильно, урон падает сильно, то есть там что-то около 500 миллионов.
максимум они набьют. Но у меня получалось меньше, 400 с чем-то. И взяла здесь полностью на вспомогательной функции, вот такой вот. Тоже на раздаче атаки. Ну, вот такая команда. Будет у меня более хороший вариант, я его вам покажу. А пока что только так. Ну, естественно, здесь аура на атаку. Код тот же самый. Я этого кота везде ставлю, потому что здесь вот этот талант, который за счет призывных существ 18% атаки дает. Команда сбора здесь показывает себя великолепно. Лучше всего, конечно же, с Линой. Схема у нас здесь снаряжения вот такая, таймингов, можно сказать, нету вообще. Нету их за счет того, что они очень быстрые, плюс ко всему еще здесь Лина. Она еще и с посохом, то есть часто у нас энергию дает, да, и, соответственно, тайминги здесь выдерживать нету никакого смысла, и пытаться это делать, это невыгодно. Причем Монолиса почему-то с колокольчиком набивает больше, чем с ее стихийным артефактом. Я не понимаю, почему, ну, скорее всего, из-за того, что у нее здесь очень много усилений, за счет Лины и за счет эффектов сбора, а предела вот по этому увеличению за каждый эффект нету. Соответственно, колокольчик, даже с учетом того, что крит урон он не дает, целых 80%, но урон получается с ним больше. Имейте в виду, ну и плюс ко всему снижает урон еще по ней, то есть она здесь живет без проблем. Лина, если у вас не +1, то урон, конечно, будет меньше, и результат нестабильный, так как она будет их давать хаотично, вот эти бафы. То есть влиять и на живучесть, и на урон. Но плюс-минус тоже будет очень хороший урон в итоге. Она у нас здесь собирается, ну видим, что ускорение навыков и как можно больше защиты. В принципе, все. Алтон максимум ускорения, я даже ему еще вот эту вещь дал, так как он у нас на разломе. И как можно чаще пускай ходит. На всякий случай я дал вот эти таланты на снятие усилений. Ну, чтобы, может быть, иногда он усиление у босса снимал. Не знаю. В общем, такая вот сборка. У меня пока что она вроде бы показывает наилучший урон. Позже покажу. Точности не забываем, как можно больше атаки. И можно, если у вас живучие какие-то проблемы, защиты добавить. Чтобы он и сам лучше жил, и чтобы раздавал больше тоже защиты. Ларентиль тоже здесь на раздаче атаки, ему как можно больше атаки, и тоже я ему поставил на всякий случай вот этот талант, хотя он здесь не нужен. Это у меня с другой сборки, с другой команды. Точности у него здесь тем более мало. Это не обращайте внимания, можете ставить что угодно. Он здесь в сете кукольника, да, он ходит слишком часто, но иногда он все-таки через раз будет давать эти 2 секунды. И с кукольником у меня получается чуть-чуть получше, чем без него. Соответственно, приоритет на атаку, но также ускорение навыков, если получится у вас побольше там добавить, то добавляйте. Глэдис у нас приоритет атака, крит шанс плюс, так, сколько? 50%, здесь у нас с избытком. И критический урон как можно больше, но не больше, чем у Монолисы. За этим, кстати, следите. С учетом колокольчика, да, можете превысить, не должно превышать. Ну и, собственно, все. Если артефакта у вас нету, ставим ее на разлом. Можем ставить ее на разлом, либо ставим ей какой-то вспомогательный артефакт там на урон. Просто на разлом будет накладывать лучше, хотя, ну да, лучше. Но урон, конечно же, упадет где-то на 100 миллионов. Я проверял без артефакта, получалось на где-то 100 миллионов поменьше. Ауру, конечно же, на атаку. Код тот же самый у меня, из-за вот этого, опять же, таланта. Ну и все, урон получился у меня максимум пока что 815, думаю, очень неплохо. Второй вариант, это у нас вариант с Ацилией. Он заметно хуже, потому что жить им гораздо сложнее. Схема снаряжения плюс-минус та же самая, смысл абсолютно тот же самый. То есть видим, что ничего почти не поменялось. Единственное, что у нас есть тайминг у Ацилии. Это я взял честно у Инфернала. Он сказал, что так они лучше живут, я ему верю. И у кота тоже. Тоже взял у Инфернала, он сказал, что так они живут лучше за счет того, что кот дает ослабление более вовремя, то есть чтобы босс там вот этой ерундой со своими призывными существами не занимался. Ацилия максимум в просвещенность. У меня здесь 400, все равно недостаточно, они все равно умирают. Единственное, когда они живут, когда у нас есть, ну, как минимум второе пробуждение у Ацилии, и когда у нас есть вот эти 5-е пробуждения. Когда я снимал вот эти пробуждения 5-е, они умирали задолго, то есть урон падал сильно. Ой, здесь мы, как видим, одеваем как обычно, максимум в атаку, но можно сделать больше защиты, чтобы он, во-первых, сам жил лучше, во-вторых, чтобы раздавал больше. То же самое для Алины, все то же самое, только нюанс вот этот с защитой. В остальном все то же самое. Урон у меня здесь получался, ну, я, кстати, с ускорением тоже не забывайте, ей можно как можно больше, чтобы боевой срабатывал почаще. Ну, сколько получится, тут такого критичного нету, с учетом посоха она 15-секундный цикл, держит вроде бы нормально. Когда я снимал пробуждение, у меня получалось заметно меньше урона, вот столько урона. С пробуждениями получалось вот столько. Ну, то есть 640 они у меня максимум набили, очень даже неплохо, думаю, 650 они смогут. Когда я ставил артефакт разлом ей, то получалось на 100 миллионов меньше. Команда горения. У меня здесь вариант с Крисосом и Ашетиусом. Если у вас Ашетиус без артефакта, без пробуждений, никакого смысла использовать этот вариант нету, потому что урона больше у вас не будет.
и спокойно ставьте другой вариант, который будет без Ашетиуса и без Крисоса. Но это попозже. Там с Крисосом чуть побольше будет урона. Итак, схема у нас снаряжения вот такая. И здесь основная проблема — это вот эта вот цифра 15 секунд. Чтобы ее достичь, вам нужно очень много ускорения. То есть они здесь ходят 2 раза за цикл босса. Ашетиус сам себя разгоняет, поэтому ему ускорение не требуется. Он и так будет успевать. Его мы одеваем максимум в урон. Максимум, да? Карф у нас здесь имеет 74. Нужно 72 единицы. По-моему, 72. То ли 72, то ли 70. По-моему, 72. И собрать их можно только вот таким вот образом. Вы посмотрите на эти числа, да, то есть как минимум одну руну нужно на плюс 4, вторая на плюс 3, и тогда у нас получается. И это с учетом вот этих 2 кусочков, которые дадут еще 20. Ну вот так вот, вот так вот. Он у нас максимум в атаку, точность не забываем, соответственно, раздача атаки. Ну и вот этот эффект. Он у нас на разломе. Ракушка здесь не подходит из-за вот этой специфики по призыванию существ. Нам книги не нужны, нам нужно 4 руки. Если у вас босс призывает как-то по-другому, то есть 3 руки, либо там, ну, одну книгу, и 2 руки там, допустим. Ну, то есть что-то происходит не то. Это значит, что у вас либо тайминги не те, либо тайминги не те. Либо ускорения не хватает, либо тайминги не те. То есть у нас в момент, когда он использует вот этот вот навык, должно быть у него 4 усиления. И все. Никаких ослаблений. И усилений должно быть 4. За этим следите. Если это не так, то значит что-то настроено у вас не так. Так, Карфа я уже показал. Крисос у нас здесь вот такой. Я честно пытался без пробуждений. Я не знаю, у других живут. Команда живет, у меня вообще не живет. Когда делаю плюс 3, живет. Когда делаю плюс 0, либо плюс 1, либо плюс 2, не живут, умирают. У других живут, я не знаю, что с этим делать, как с этим бороться, что я делаю не так, я честно не знаю. Возможно, что дело вот в этом ускорении. Ему желательно тоже 70, там сколько там, 2, ну то есть больше, чтобы он этот цикл стандартно держал. Инфернал, конечно, сделал вот этот тайминг, я честно взял тайминги у него, он сделал с учетом нехватки ускорения. Но у него 68 единиц, а у меня 66, то есть еще меньше. И возможно, что этого запаса не хватает. Если у вас получится собрать ускорение, то у вас, возможно, таких проблем не будет. Видим, плюс 3 2 руны, мне не хватило довольно-таки много. Дурем то же самое, тоже нужно 72 единицы. И вот так вот, мы жертвуем уроном, там какими-то характеристиками, но ускорение нужно собрать. Опять же, плюс 4, здесь у нас плюс 3. В остальном точность ему важна, более 125 единиц мне потребовалось, чтобы его эффект воспламенения накладывался стабильно по 10 эффектов. Это важно, потому что главный урон здесь наносит Ашетиус. В остальном крит шанс близкий к 100%, как можно больше крит урона и, соответственно, атаку как можно больше. Все, в остальном обычный дурем, кроме вот этих вот спецэффектов, скажем так. Пайкстон у нас здесь с часами, чтобы сразу добрать ускорение. У меня руны для него бы не нашлось. В остальном максимум точности, чтобы он ее раздавал. Ну, просвещенность атак это уже как у вас получится. Если он сильно там не живет как-то, то можете защиты добавить. Код у меня здесь тот же самый, вот этот вот. И давайте посмотрим в бою. Вот 4 усиления, соответственно 4 руки. Мы делаем свой первый цикл. Смысл в том, чтобы Ашетиус взрывал, производил взрывы. У нас нету возможности наносить большой урон дуремом, так как у нас здесь руки не накапливают заряд, они пропадают. И поддерживать максимальное количество эффектов и постоянно производить взрывы, которые у нас делает дурем там через пассивку, мы не можем, поэтому здесь Ашетиус нужен, чтобы увеличить урон. Он делает это моментально и, соответственно, неплохо. Видим по 10 эффектов здесь, видим по 4 руки призывается, потому что в момент, когда он призывает эти руки, у него 4 усиления. А только потом мы уже накладываем там и котом, и вот эти все горения, то есть вот так вот. Это должно происходить стабильно. Плюс ко всему у нас здесь Крисос также щит этот снимать успевает. Соответственно, больше урона приходится по боссу, а не по щиту. Ну и он дополнительно вот эти эффекты познания не накапливает. Ну и видим, по 4 руки стабильно, потому что все у нас здесь держат тайминги. Ну, кроме Крисоса, возможно, что под конец боя у него с этим проблемы возникают, и поэтому у меня команда без пробуждения не живет. У Крисоса я имею в виду. И есть команда без Крисоса и без Ашетиуса. Это у нас Зракс и Синарел. Эту команду я честно скопировал у китайца. Здесь у нас Синарел постоянно накладывает ослабление. И плюс ко всему цикл у нас не 15-секундный. И мы здесь так красиво, как с Крисосом, не сделаем, чтобы по 4 руки у нас призывался. Здесь будет полнейший хаос. Тайминги я честно скопировал у китайца. Обращаю внимание, 15 секунд здесь у него стоит. Здесь 17,4. Схему снаряжения вы видите. Дурем. Точность опять же 125, либо выше, да, чуть-чуть. В остальном все в урон, 100% крит, ну как обычно, в общем, здесь нечего сказать. Синарел здесь ускорение имеет, он здесь с посохом, да, щиты, то есть побольше ему атаки, чтобы щиты были пожирнее. В остальном обычный Синарел, ничего особенного.
Зракс, как обычно, скорость атаки как можно больше здесь накапливаем. Также можно ускорение навыков, желательно. У него цикл 20 секунд, соответственно, лучше ускорение ему дать. Там у меня цикл стоит 15 секунд, но он его не выдержит. Поэтому да, ускорение ему добавьте. И тогда, может быть, у вас урон будет больше. В остальном точность как можно больше, чтобы он ее раздавал. Ну и, соответственно, сет на заливку у него здесь. Пайкстон. Максимум атаки, потому что он ее раздает 2 вот этих предмета для небольшого увеличения живучести. Без них у меня он умирал чаще. Просто-напросто. Но в остальном, как обычно, точность, и атака. Все, да, все, тут ничего такого. Карф тоже обычный, он у нас здесь с ракушкой. Потому что мы здесь постоянно будем ходить в цикл, ничего ждать не будем. И, соответственно, здесь Карф работает с ракушкой. Я пробовал разлом ставить, получалось хуже. Либо плюс-минус так же. Точность, атака, так он ее раздает, все. Команда набивает 560, у меня максимум набивала. Наверное, можно больше, если тонко настроить. Плюс тайминги, плюс ускорение как-то еще подделать, подредактировать. Но что получилось, то получилось. Пока что так. Ох, команда неустрашимых. Я не смог с ней разобраться до сих пор. Схему снаряжения вы видите. Я пока что не разбирался. Я на стриме то, что сделал по-быстренькому, так оно у меня и осталось. В чем здесь проблема? В таймингах. Я не знаю, я пытался настроить тайминги нормально, чтобы они были красивенькие, чтобы они вовремя ходили, все вот это вот делали как должны. Но у меня урон моментально падал резко. Я не знаю, я еще не разбирался, в чем причина. Но пока что как-то так. И единственный вариант, который у меня сработал на максимальный урон, это вот такой. То есть все без таймингов, но обратите внимание, что здесь у меня нет ускорения никакого. Обращайте на это внимание. Это важно. Если у вас будет ускорение здесь, то, возможно, так же, как у меня, когда я тайминги выстраивал, урон резко упадет. То есть здесь важно, чтобы они как-то ходили вот так. Вот так. А здесь я их ограничил, потому что здесь у них есть ускорение. Я им поставил 17,2, чтобы они раньше не ходили. 17,2 это получается у нас минус 2 секунды от кукольника и баф босса. Получается 17,2, а не 18, как обычно. У Таривола, обратите внимание, тоже ускорения никакого нету, поэтому он здесь по умолчанию. Соответственно, Джин, понятно, по умолчанию. Я не пробовал без пробуждений Маштура, позже попробую отдельно, или вы попробуйте. Возможно, что будут проблемы с выживаемостью. Тогда можно подкорректировать какие-то характеристики, там, допустим, пожертвовать немного уроном, и потом поставить там очки здоровья либо защиту. Попробуйте. У меня здесь вот они живут нормально. Но у меня здесь все-таки Маштур плюс 3. Он одет как обычно. То есть вот этот сет, точность, все. Очки здоровья, защита, понятно. Таривол, максимум и атаки, скорость атаки ему добавил. И, соответственно, шанс скрыт удара. Вот он. И так как он раздает атаку, у меня атаки побольше. Я не знаю, это самая лучшая схема, либо нет, но у меня пока что вот такая. Здесь у нас Гуинавивер, она у нас максимум в атаке, в атаку не забываем. Минус 0,50 желательно очень ей сделать, урон сильно вырастает. Поэтому здесь скорость атаки добавляем. А в остальном, да, максимум атаки и, соответственно, крит урон. Все как обычно. Настенка. Вот те же приоритеты, как и всегда. Если получится скорость атаки, подбавьте ей. А так, побольше атаки, крит урона, и шанс крит удара. Чтобы в итоге был 100%. Кульвида у нас здесь в сете кукольника на раздаче атаки, поэтому атаки и побольше. И, соответственно, точность. Все. И скорость атаки, если получится, вот здесь с рун, да, побольше сделайте. Она у нас на разломе. Все, Джин у меня вот такой. Я его здесь уже неплохо прокачал, но 5-й талант никак не дается на пробуждение. Я пытался здесь уже команду разъедания делать, но это кошмар. Урона просто нет. Я не знаю, может здесь какая-то существует тонкая настройка так, чтобы они хоть какой-то урон выдавали. У меня пока что не получилось, но честно, я потратил не то чтобы много времени. Я попробовал вот эту команду, которая 900 набивала на филта. Она здесь набила где-то 300 миллионов, это кошмар. Маштур плюс 3. Ой, и донатный там артефакт, вот это вот все, хорошее снаряжение у СЦ, здесь пускай она без пробуждений. Но они где-то 300 миллионов, причем, по-моему, поумирали в итоге. Как-то так пока что, то есть разъедание здесь очень-очень-очень плохо играет. Может быть, что-то из них выжму, но это сделаю потом. И поэтому у меня здесь команды пока что закончились. Я еще добавлю код на ледяной взрыв, но он там будет с орлом. Может быть, найду без орла. Позже попробую сам еще. Пока что без нее. Но если что, код смотрите, я, возможно, добавлю в описании видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.